Сливочная ореховая прослоечка. Она не твердая, масло подтаяло. Всем привет! Сегодня я буду делать морковно-апельсиновый муссовый торт. Оформление будет соответствующее. Тортик получается солнечный, пряный. Итак, начинаем готовить. Начнем мы с приготовления апельсиновой прослойки. Для этого нам потребуются апельсины 3-4 штуки, коричневый сахар, сливочное масло, орехи, я взяла кешью, и желатин, который я уже замочила. Апельсины порежем на кубики. В общей сложности у нас должно получиться 400 граммов. И вместе с соком, который образовался после нарезки, отправляем в сотейник. Сюда же отправляем коричневый сахар и ставим на средний огонь. Периодически помешивая, доводим до кипения и после закипания держим на огне 3-5 минут. Даем массе немного остыть и процеживаем через сито в отдельную чашу. Сладкая апельсиновая смесь наша должна остыть до 60 градусов, а мы пока отправляем в микроволновку, желатин растопиться. Вводим желатин, постоянно помешиваем. Сюда же теперь отправляем сливочное масло и готовим форму. Я буду использовать металлическую форму резак 18 см в диаметре. Дно мне необходимо затянуть пищевой пленкой. Чтобы пленка хорошо пристала к форме, смачиваем края водой, и она тогда плотно прикрепляется к форме. Ставим на деревянную доску. Обязательно используем деревянную или пластиковую доску, так как к стеклу пищевая пленка очень сильно пристает, и потом после морозилки вы ее с трудом отлепите. Заливаем уже остывшую апельсиновую массу. И сверху начинаю добавлять орехи. Почему я сразу не смешала орехи? Мне хочется, чтобы был определенный такой тоже слой, определенная прослоечка орехово-сливочная. То есть у нас сливочное масло сейчас начнет подниматься наверх. И у нас получится апельсиново-сливочно-ореховая такая прослойка еще дополнительная. Видите, орешки тоже наверху оказываются. Все, и отправляем в морозилку примерно где-то на 5 часов. Для одного коржа мне потребуется одно яйцо, у меня категория С0. Если у вас категория С1, то берем одно яйцо и плюс еще один желток. Или 1,5 яйца. Соль, опять же таки орехи опять у меня кешью, растительное масло без запаха, мука. Здесь же у меня разрыхлитель и сода, и сюда же я уже добавила корицу и мускатный орех. Коричневый сахар можно заменить и на белый, морковь и апельсин. От апельсина мне нужна будет только цедра. Цедру я буду снимать только с половины апельсина, и прежде чем это делать, нужно апельсин обязательно отдать кипятком и вытереть насухо. И дальше натираем на терке. Снимаем только вот эту оранжевую часть. В этом мне сегодня поможет терка Тайлер, модель TR1907, со съемным контейнером с крышкой. Это предохраняет продукты от обветривания. У нее есть также силиконовые протекторы на основании контейнера, которые предотвращают скольжение даже на влажной поверхности. Вообще, сегодня в видео я использую кухонные принадлежности с интернет-магазина posudataler.ru, которые предоставлены в каталоге магазина несколькими разделами с разным дизайном и ассортиментом. Объединяет их высокое качество материалов, из которых они изготовлены. Для моих подписчиков действует промокод Тортодел, который вам дает 15% скидку при заказе любого товара с интернет-магазина posudataler.ru. Сюда же к цедре я буду натирать морковь на крупной терке. Все заготовки готовы, и мы можем приступить к взбиванию яйца. В яйцо сразу добавляем соль, сахар и взбиваем в течение 5 минут на самой большой скорости миксера. Теперь меняем насадку на лопатку. Добавляем сюда уже цедру апельсина и морковь. Также орехи и растительное масло. И все перемешиваем. Скорость минимальная. Перемешали и добавляем сухие ингредиенты. Опять же перемешиваем. И тесто готово. Можно переносить его в форму. Форму я буду использовать 20 см в диаметре. Дно формы я застелила уже пергаментной бумагой. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем до сухой зубочистки. Бисквит выпекался 35 минут, после чего немного остынет в форме и переношу его на решетку. После полного остывания заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 2 часа. После того, как все составляющие нашего торта готовы, мы можем приступить к изготовлению мусса. Мусс у меня будет с творожным сыром, белым шоколадом. Также мне еще необходим будет желатин, который я уже замочила. И, конечно же, жирные сливки. Часть сливок подогреваем в микроволновке, чтобы растопить белый шоколад. Можно это сделать и на плите в кастрюльке. Заливаем полностью шоколад и ждем, пока он у нас растопится. А пока отправляем желатин также в микроволновку, также растопиться. До однородности перемешиваем шоколад со сливками и, не прекращая помешивать, вводим желатин. Смесь как раз подостыла, примерно она у меня сейчас 32-33 градуса. И мы начинаем взбивать творожный сыр. На средней скорости до однородности нам необходимо даже не взбить, а перемешать, скорее всего. Не останавливая миксера, тонкой струйкой мы вводим шоколадную смесь.
Сливки обязательно должны быть охлажденные. Взбивать мы их будем, начиная с самой маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. И затем немного не добивая, как обычно мы это делаем для мусса. Все, теперь добавляем смесь. Можно порциями добавлять, можно все сразу. Главное перемешивать либо на самой маленькой скорости, либо просто лопаткой. Все готово, начинаем собирать торт. Кольцо у меня 20 сантиметров в диаметре. Это кольцо резак. Дно я затянула пищевой пленкой и по бортикам проложила ацетатную пленку 6-сантиметровую, потому что высота кольца 6 сантиметров. Заливаем часть мусса, разравниваем его и буквально на 3-5 минут отправляем в морозилку. Вытаскиваем пока нашу апельсиновую заготовку. Вот как я и говорила, апельсиновая прослойка и сверху сливочно-апельсиновый такой вот ореховый небольшой, прям миллиметровый слой. Теперь на слегка застывший слой мы кладем апельсиновый слой и заливаем опять муссом. Самое главное, чтобы в эти боковые канавки полностью мусс прошел, чтобы не было дыр. И утапливаем корж. Корж я обрезала также по 18-сантиметровой форме. Все, полностью весь мусс израсходовала. Тютелька в тютельку получилось. Отправляем в морозилку не меньше, чем на 7-8 часов. Если вы будете покрывать такой торт зеркальной глазурью, то, конечно, лучше подольше, 12-15 часов. Покрытие на торте у меня будет велюр, и торт у меня достаточно уже постоял в морозилке. Прежде чем его оттуда доставать, я должна приготовить смесь для велюра. Здесь у меня какао-масло. Я сюда же уже добавляю краситель. Я буду использовать сухой краситель жирорастворимый. Фисташковый цвет я уже делала для такого же торта. Фото есть в Инстаграм. Сегодня буду использовать цвет лайм. Кстати, фисташковый цвет получается очень-очень насыщенный зеленый. Но увидите на фотографии. Так, добавляем лайм. И отправляем в микроволновку, и короткими импульсами мы расплавляем. Как только увидите, что какао-масло уже начало плавиться, то добавляем шоколад и также опять в микроволновку короткими импульсами расплавляем, примерно где-то до 40-42 градусов. Далее смесь остужаем до 35 градусов, это рабочая температура велюра, и достаем торт из морозилки. Торт уже должен быть без формы. Ставим на поворотный столик и начинаем велюрить. Покрываю я велюром обычно в несколько этапов, 2-3 этапа с промежутком примерно где-то в 5 минут. Эти 5 минут у меня торт стоит в морозилке. По необходимости смесь можно подогревать, чтобы рабочая температура сохранялась. После покрытия торт отправляем в холодильник размораживаться на 5-7 часов. И у нас достаточно времени, чтобы сделать некоторые элементы декора. У меня это будет морковь, торчащая из торта. И мне нужно вот эту верхнюю часть моркови сделать. Я буду использовать мастику. Это мастика для обтяжки обычная. Окрасила я ее в оранжевый цвет. Все просто делаем обычный пуфик, выемку, откуда у нас будет ботва торчать, и прожилки в некоторых местах. Также по желанию, когда уже подсохнет морковка, можно ее тонировать немного аэрографом, по низу пройтись поярче цветом каким-нибудь. Далее мне еще понадобятся вот такие вот огрызки вафельной бумаги, которые у меня остались от пиона. И абсолютно произвольно мы из них вырезаем что-то типа капли такой, но не с заостренным концом, а с туповатым концом. Вот такого рода должны получиться у вас заготовки. Делаем разных размеров. И разные толщины они могут быть. То есть мы их в любом случае будем друг на друга накладывать. Также нам еще потребуется проволока. У меня это проволока 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но можно и 26 взять. То есть лишь бы держалась. Вот такие получились заготовки. Главное, чтобы были две вот такие вот основные детали, на которые мы будем приклеивать все остальные. Водку берем, окрашиваем ее в зеленый цвет. Я буду использовать цвет киви. И теперь делаем также произвольно надсечки по всему краю наших заготовок. Лучше будет смотреться, если они будут разного размера. Все, сделали вот такие вот перышки. И теперь начинаем середину. Мы смачиваем водкой. Прикладываем сюда же смоченную также в водке проволоку. И начинаем приклеивать. До конца лучше не доходить, чтобы края у нас все-таки были не приклеены. И парочку штук с обратной стороны тоже можно прикрепить. Так, отставляем пока в сторонку. Делаем все то же самое со второй заготовкой.
Оставшуюся окрашенную водку мы заливаем в аэрограф и уже подсохшие наши заготовки начинаем окрашивать. Точнее будет сказать не окрашивать, а слегка увлажнять, чтобы у нас вот эти вот наши надрезики, наши вот эти края надрезанные, они у нас завернулись в разные стороны желательно. По необходимости можно помогать себе каким-либо инструментом, либо зубочисткой, так их приподнимать и окрашивать с разных сторон. Вот такая получилась ботва. По тому же принципу я делала хвост у рыбы. У меня есть фото в инстаграме. Там торт с рыбой. За счет того, что мы увлажняем края каждого слоя, они заворачиваются и получается вот такой вот объемный эффект. Обрезаем лишнее. Подсыхают такие детали тоже очень быстро. И вставляем в деталь. Вот такая морковка получилась. Можно ее уже и на торт ставить. Вставляем шпажку прямо в торт. Можно прикрепить морковь и с помощью шоколада. Но я предпочитаю шпажку, так как я больше уверена, что никуда морковь не съедет. И добавляем землю. В качестве земли я использую обычный шоколадный бисквит. Вернее, не совсем обычный, на кефире который. Он у меня всегда есть в морозилке, так как я из него еще кипупсы делаю. Можно использовать и какао-напиток. Это уж на ваше усмотрение. Вот такой заячий торт у меня сегодня получился, апельсиново-морковный. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, что же получилось внутри. Вот он, мой морковно-апельсиновый тортик. Такое сочетание не может быть невкусным. Поверьте, он очень вкусный, я его уже делала не один раз. Очень пряный. Большое количество орехов. Как вы видите, вот она ореховая прослоечка. Вот сейчас я поверну. Здесь вот лучше видно. Вот она, сливочная ореховая прослоечка. Она не твердая, масло подтаяло сливочное. Масла мы добавляли очень мало, и масляный вот этот сливочный вкус именно дополняет орех и никак не мешает ему. Очень пряный корж, и вот эта вот кислинка, которую дает апельсиновая прослойка, она отлично сочетается с меру сладким муссом. Именно вот он в меру сладкий получается, так как мы не добавляем туда сахар, а у нас сладость идет чисто от белого шоколада. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.